Добрый день, дорогие друзья! Продолжаю такую вот серию своих небольших лайв-заметок о новостях, о том, что происходит, прежде всего, новостях, связанных с нашей деятельностью. Вынужден это делать, к сожалению, потому что так быстро все меняется в этом мире. Вообще, конечно, високосный год преподносит нам сюрпризы. Все дальше и дальше становится все больше и больше не скучная жизнь, так что будет много событий, всех этих разных интересных. Начну с того, что я буквально в последнем видео, которое чуть больше недели назад публиковал, говорил о каких-то изменениях, которые, возможно, будут в связи с ростом курса доллара, еще какими-то, коронавирусами и всем прочим. Прежде всего скажу, что уже анонсировал на дополнительном канале, была новость о том, что мы закрыли пока мероприятия все в клубах Москвы, потому что в Москве вышел указ о, запрете на любые массовые мероприятия. Хоть у нас они не такие масштабные, но все равно мы решили позаботиться и сократить эти мероприятия. Сейчас они пока все отменены до специального какого-то оповещения. По-прежнему работает все клубы и вся доставка, все работает. И мы еще, более того, сделали довольно приятные такие обновления, которые, собственно, сейчас расскажу. Мы решили еще более сделать удобной и качественной нашу доставку, потому что еще с прошлого лета, когда мы ввели бесплатную доставку почты, это пользуется огромной популярностью. В общем, решили улучшить условия доставки, и теперь все стало вообще замечательно. В общем, от 1500 рублей по России любые посылки с сайтов Москвы, Ростова, Питера бесплатно. Соответственно, причем не только Почта России, но и курьерская служба СДЭК, которая доставляет, бывает, немного быстрее, но в зависимости от региона, то есть так или иначе может отправлять либо СДЭК, либо Почта России, что очень удобно, быстро и бесплатно. Абсолютно бесплатная доставка на любых заказов от 1500 рублей. Что касается зарубежа, то у нас по-прежнему также работает доставка за рубеж бесплатная от $130. Заказ получается у нас, примерно где-то 9000 рублей сейчас текущий курс, плюс-минус он сейчас очень сильно скачет, но так или иначе, на $130 тоже бесплатный заказ. И надо обратить внимание, что это доставка EMS, то есть это быстрая экспресс-доставка по всему миру. Тоже пользуйтесь, получайте удовольствие. Кроме того, по Москве у нас запустилась бесконтактная доставка. Может быть, вы уже слышали об этом. Многие другие компании тоже сейчас переходят на такой способ доставки. По желанию тех, кто, собственно, находится на карантине дома, оставляется пакет курьером на дистанции от вас, вы можете его забрать. Это действует для предоплаченных заказов. И бесплатная доставка по Москве стала минимальная сумма 2500 рублей. Раньше было 4000, теперь мы сделали 2500. То есть вы даже не очень большие заказы тоже можете заказывать на дом. Это абсолютно бесплатно. Так, когда мы сейчас стараемся снижать какую-то активность, то будем следить за новостями, пока не вводится у нас никакой карантин, хотя ходил каких-то там куча слухов, но ситуация меняется очень быстро. Сегодня у нас 19 марта, что будет дальше, мы пока точно не знаем. Но так как у нас, собственно, отменились мероприятия, мне начали предлагать друзья, почему не сделать бы какой-нибудь там онлайн-сейшн, наконец, может быть, ты пройдешь какой-нибудь стрим, и я решил в этом самом видео проанонсировать мой первый стрим. 22 марта в 6 часов вечера по Москве, в 18:00 будет стрим на, собственно, этом самом канале, на нашем канале. Я буду пить чай, может быть, отвечать на какие-то ваши вопросы. Честно скажу, я никогда еще не проводил стримов на ютубе, это у меня будет первый стрим. Надеюсь, у меня все получится технической частью. Думаю, сначала, может, просто телефон включить, посмотрю, в общем, как это все будет организовано, проверю, как это вообще работает. Надеюсь, это будет прикольно, потому что я тоже очень давно хотел провести дегустационную встречу в Москве, и даже, может, проехаться по нашим чайным. У нас планируется на апрель тоже тур музыкантов одних, которые мы сейчас перенесли. Так, немножко с забегом вперед скажу, надеюсь, что когда все это закончится, мы обязательно все это проведем. Поэтому пока будем встречаться тогда в онлайне. Еще насчет цен. Как вы видели, безумные какие-то скачки происходят с валютой, причем буквально я сейчас сел записывать это видео, скачок, обратно поднялась нефть почти на 10%, и обратно, доллар, который был уже 81 практически, там 82 даже он там поднимался в каких-то пиках, 82 рубля за доллар, сейчас он опять 79-78, но по-прежнему это более чем на 10% выше, чем была цена, на момент, собственно, начала всех этих болтанок. Не знаю, что будет дальше, но на всякий случай я обещал вас
предупредить, что, возможно, какие-то цены будем повышать. Все-таки предупрежу, что да, возможно, какие-то цены со следующей недели, то есть начиная с 23 марта, может быть, на какие-то отдельные позиции незначительно цены могут вырасти. Потому что сейчас мы входим в период активной закупки. Сейчас свежий урожай чая везде, в Китае, в Индии, не только. Сейчас еще про Индию один расскажу. И, значит, поэтому начинает закупаться. И если мы сейчас будем продавать осадки по тем старым ценам, которые были, то мы, собственно, не будет хватать много ликвидности, поэтому вынуждены будем поднять, исходя из текущих цен уже на позиции, которые нам нужно закупить заново. Не будет очень сильного роста, но на какие-то позиции тоже может вырасти там 5-10% цена. Не беру сейчас точно сказать на какие, потому что у нас огромный ассортимент, там почти 3000 айтемов, больше 3 даже, и поэтому сейчас точно могу сказать. На всякий случай предупреждаю, потому что я обещал в прошлом видео, что я предупрежу. Поэтому, если кто-то что-то прям очень хочет закупить по старым ценам, то, в общем, на этой неделе есть еще такая возможность. Безусловно, цены, конечно же, касаются только продукции зарубежной, то есть импортной, то есть китайского чая, все наши русские травы, все наши русские там пиалы, керамика, может быть, парагвайский мата тоже, который к нам приехал раньше, и, как бы, думаю, тоже не будем его трогать. Но вот Китай, Тайвань, Япония, что у нас Япония сейчас мало, правда, но большей частью, да, Китая и Тайвань это касается, тут товары немного подорожают. Еще немного о новостях. Я говорил, что, значит, у нас собираюсь я поехать в Индию, но, собственно, буквально через пару дней после того, как я это видео опубликовал, значит, или даже чуть ли не в тот же день, 15 марта, Индия закрыла границы на въезд для всех иностранцев, абсолютно без исключения, аннулировала все визы на время, поэтому, собственно, в Индию я не поехал. Но там уже был он партнер Алексей, и он сейчас тоже проехался очень так удачно по Дарджилингу. Может быть, еще какие-то другие чайные регионы успели съездить, посмотрим. Да сейчас в Индии тоже ситуация непростая, внутренний карантин. И вообще в целом в мире сейчас достаточно ситуация непростая. Поэтому, ну, что успели, то и успели. Что хорошо, то что несмотря на все эти бесконечные закрытия границ, страшные новости о коронавирусах и так далее, естественно, доставка товаров работать должна, потому что это такие ключевые обеспечительные, скажем так, мощности. Даже в Китае, даже в самых карантинных зонах тоже продуктовые магазины и все остальное работало. Мы тоже будем рассчитывать, что мы будем работать, но насколько, как вообще, что будет дальше, мы точно не можем сказать. Пока мы работаем, пока никаких новостей о том, что там нужно будет закрыть, там, закарантинить и так далее, нет. Но мы не знаем, что будет. Поэтому тоже как бы тут просто наблюдаем за ситуацией, смотрим. Насчет, кстати, самого коронавируса я уже тоже много раз высказывался. Ну, мое личное мнение, что да, штука опасная. Вот, лучше, скажем так, перебдеть, чем недобздеть, извините за не самую красивую фразу, но она лучшим образом формулирует, скажем так, мое личное к этому отношение. Я лично сейчас дома, очень ситуативно принимаю очень ограниченное количество гостей. Сейчас мы тут занимаемся керамикой, вы уже видели пару видео на канале, будут еще. У нас дровяная печь, обжигаем всякие разные наши изделия. У меня тут в гараже маленькая мастерская гончарная, и тихонько что-то там делаем. В общем, готовимся к дальнейшим каким-то открытиям в этом плане, чтобы время зря не тратить. Плюс мы активно сейчас работаем над книгой, над переизданием моей первой книги, над второй книгой. Какие-то строим планы, но, в общем, много чего есть. Тоже что поделать дома. Надеюсь, что с вами мы еще увидимся в прямом эфире 22 марта в 6 часов на этом самом канале. Еще новости насчет, значит, обновлений. То есть меня все спрашивают, когда же точно придет новинки. Значит, у нас первые грузы поехали уже в самом начале марта, где-то примерно 7-12 марта заработали первые компании по экспорту, причем так значительно позже, с большой задержкой, почти на месяц. Но все это поехало, поэтому где-то в середине апреля, где-то в конце апреля мы уже ждем свежий зеленый чай, ждем обновления некоторых ушастых лонов еще прошлогодних, габы чай, там потом некоторая посуда тоже уже приедет. В общем, потихонечку, надеюсь, все это будет оживать, вот, и тоже будут новиночки. До этого момента, пока обновлений из Китая не будет, то есть еще почти месяц, будет, собственно, тот ассортимент, который сейчас есть. Какие-то позиции у нас тоже так довольно активно заканчиваются, то есть, но, в принципе, еще довольно много чего есть. Надеюсь, что всем всего хватит. То есть мы как бы
так получилось, что запаслись. Вот, и я тоже этому очень рад. Вам огромное тоже спасибо еще раз за поддержку, потому что это очень дорого стоит, нам сейчас она действительно нужна, важна, потому что тоже, возможно, какие-то будут риски, возможно, может быть, надо будет закрыть клубы, я даже не знаю, что там будет. Будем работать только дистанционно. Мы, в принципе, всякие самые разные стрессовые сценарии рассматриваем, всегда рассчитываем на лучшее, да, и стараемся, чтобы все было хорошо. Вот то, что от нас зависит, по крайней мере. То, что от нас не зависит, там уже как получится. В общем, желаю всем вам здоровья. Лично я бы не советовал сейчас ходить по каким-то массовым скоплениям народа. Ни в коем случае никакая не паранойя, на самом деле. Поизучайте серьезно всю эту тему, что сейчас происходит. То есть, если посмотреть на Европу, там на самом деле немножко такой микро-армагеддон. Особенно в Италии, где там уже заболевших во много раз больше, чем в Китае. В Китае нулевой прирост, а в Италии, например, сегодня там было там несколько тысяч прирост, да, и как бы это реально очень много. И как бы это говорит о том, что когда люди безлаберно относятся к таким случаям, как сейчас, это как бы может не очень хорошо закончиться. Да, еще важный один момент, значит, насчет чая и, собственно, самого вируса. Меня спрашивают, как вот чай там вообще во время всего. Я сейчас скажу, не буду, конечно, сейчас хайповать и говорю, что вот чай там помогает против коронавируса. На самом деле сейчас самое главное это просто, скажем так, сохранять психоэмоциональную устойчивость, не заболеть коронавирусом головного мозга, да, то есть быть спокойным, радостным, как бы, да, и немножко. Потому что стресс это, пожалуй, главный такой вот фактор, который подавляет иммунитет, один из заметных, скажем так, факторов, да, и поэтому сейчас главное поддерживать иммунитет, то есть дышать свежим воздухом по возможности, вне скопления людей, да, то есть, да, потом, значит, заниматься какой-то физической активностью, хорошо кушать, хорошо спать, стараться не нервничать и, в общем-то, поддерживать свое бодрое расположение духа. Вот. Насчет просто каких-то иммуноукрепляющих, то есть замечательные русские травы. У нас сейчас еще будет небольшой такой сбор, специально хотим сделать именно вот из самых таких иммуноукрепляющих компонентов травяных, это тоже очень будет хорош в такой вот период. Вот, я думаю, да. Но, конечно, в любом случае каких-то сейчас вакцин или там гарантированных лекарств от этого вируса нету. Главное это просто быть в позитиве, скажем так, хорошо, глубоко дышать, поддерживать свое здоровье. Вот, надеюсь, что все у всех будет хорошо.